Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня хочу вам показать очень интересное сочетание. Это цвет Тиффани и персик. Никогда не думала, что оно так хорошо сочетается, но, как вы видите, это так. И сегодня покажу, как я все это декорирую. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня очередной урок болталка. И перед работой я всегда подготавливаю материалы. У меня есть стразы, но они в цапах. И в последнее время, если вы заметили, если это середина, то я оставляю камень в цапе. А если это где-то выше, то я обязательно снимаю. Как я это делаю? Я пользуюсь ножом и вот так подлезаю под низ и разворачиваю вот эти цапы. Не вот так прямо ножом, чтобы мы поцарапали страз. Нет, абсолютно. Вот так подлезаем. И все это дело вот из цапы все аккуратно, хорошо выходит. Обязательно перед работой я всегда точу карандаш. Конечно, пинцет. Это у меня салфетка. И буду я работать клей уху. Можно использовать Е6000, но мне не очень нравится, как он пахнет. Такой резкий запах, поэтому я предпочитаю именно уху. И для работы я переливаю в аппликатор для удобства работы. И, конечно, когда начинаю работу, я устанавливаю игрушки так, чтобы они как бы не вниз вот так смотрели, чтобы мои камни сползали, а чтобы ровненько все стояло. И вот сюда, именно в середину, я буду подклеивать страз с цапой, как бы с железным основанием. Вот вы видите, я тут все подготавливаю. Здесь у меня будет вот эта стразина без цап. Ну, пока вот сюда накладываю. Если вдруг что-то сползает, все поправляем. Вот таким образом. И я никогда не теряю время. Пока у меня что-то где-то подсыхает, я делаю что-то другое. Вот здесь у меня будут два вот таких страза. Один побольше, другой поменьше. Именно вот на вот этой филиграни. И я наношу клей. Наношу достаточно много. Я уже несколько раз показывала, как делать именно такой декор. Но если кто не видел, можно посмотреть. Здесь вот на этой филиграни я буду использовать вот такие овальные стразы. Тоже наношу клей. Работаю на верхней части, чтобы у меня не сползало. Здесь будет большой камень, вот, который я уже подготовила. Тоже наношу клея. Видите, достаточно много. Так, этот подвину, чтобы вам было видно. И клею всегда даю немного постоять, чтобы он затянулся. Это во-первых. И затем еще чуть-чуть клея сверху и буду подклеивать стразы. Многие говорят, что клей выедает стразы. Тоже бывает и такое. Вот если работать именно вот как я показываю, то ничего у вас ничего не выест. Конечно, есть какой-то ядовитый клей, который термоядерный, или как его назвать, не знаю, который, конечно, съест все. Но если работать с нормальным клеем, то все получается. Вот здесь вот эти стразы, уголки мы как бы вниз вот так нажимаем, чтобы они были, а серединка у нас получается вверх. И тогда стразы будут хорошо сидеть и полностью подклеены. Я заранее здесь не подбирала стразы, у меня тут такой микс, и я буду выбирать из того, что есть. Как бы работать с тем, что у меня есть. Нету такого, что я заранее все выложила. Здесь я не буду уже время терять. Как бы я примерно уже эту раскладку знаю. И буду выбирать вот из того, что есть. Если что-то не будет хватать, добавлю белых страз. Они всегда ко всему подходят. Вот видите, уже тут красота получается. Тут есть мелкие стразы. Вот, наверное, сюда. Вот вы видите, прямо по ходу работы выбираю и клею. Многие иногда спрашивают у меня: Наталья, расскажите, покажите, какой размер страз. Честно сказать, даже иногда я делаю там, если у меня написано где-то
я даю размеры. Но чтобы сидеть все вымерять, конечно, на это уходит время. И так уходит много времени именно чтобы снимать уроки. А если я буду еще каждый камешек вымерять, то я просто ни на что у меня времени не хватит. И просто я не буду спать, а просто буду вымерять камни, чтобы рассказать всем, где какой размер. Вот здесь у меня еще есть такие поменьше капельки. И по опыту скажу, что самые такие ходовые камни — это, конечно, капли. Всех размеров, разных размеров. Вот они самые-самые... Ой, так, случайно, чтобы не испачкать. Они самые ходовые, их можно везде использовать. То одним углом, как бы, то другим. Вот видите, здесь у меня вот такие вот капельки, такие. Ну, в общем, именно капли, они самые-самые ходовые. Поэтому, если заказываю, то я всегда беру каплей в 3-4 раза больше, чем вот каких-то основных камней. Так, вот сюда, наверное, вот сюда обязательно надо, чтобы был такой вытянутый узор. И потом посмотрю, что можно еще добавить. Так, ну что, вот, пока это оставлю и приступлю к другим. Ну вот здесь у меня так уже хорошо все подтянулось, это отлично. Как раз образуется вот эта пленочка, и вот страз неровный, и он как раз у меня садится. Вот здесь такая выемка, углубление, прямо он туда садится, очень удобно. И тоже вот этот край я нажимаю вниз, чтобы он был, вот эта сторона поднимается, приподнимается. И все стразы очень хорошо между собой вот тут склеиваются. Чтобы не получилось так, что страз у нас только подклеена середина. И если где-то что-то упадет или может резко там, не знаю, удариться, то все может отвалиться. А так все будет очень стабильно приклеено. Теперь я, когда у меня немножко все подклеилось, на нижнюю часть также наношу клей. У меня уже такой он подтянулся чуть-чуть. Сняла цапу. Так, вот так для работы, чтобы мне удобно было. Переворачиваю и вот так подклеиваю. И тоже у меня вот эта стразина садится здесь прямо вот в это отверстие. Очень хорошо. Клей проходит насквозь и подклеит и филигрань, и страз, и к ткани, и к заготовке. Очень хорошо. Я специально, когда подшивала все, старалась вот здесь не шить, чтобы не было видно ниток. Нитки у меня вот здесь и вот здесь. Здесь у нас все будет задекорировано, поэтому будет все спрятано. И вот сейчас по ходу дела я подбираю по ходу работы стразы, чтобы мне подходили. Вот сюда мне подходят вот эти. Так, сейчас вот они. Вот, идеально подходит. Как раз у меня есть 4 штуки здесь. Поэтому, как вы видите, я просто из микса выбираю. Наношу также на стеночку вот сюда клей. На филигрань достаточно много. И на стеночку вот этого среднего страза. И подклеиваю. Здесь можно уже вот так. Когда подклеился этот страз, уже можно повернуть, чтобы было удобнее работать. И вот теперь самые такие основные камни у нас уже приклеены, можно сказать. Теперь также буду из микса выбирать, чтобы дополнить уже остальной декор. Мне именно понравилось вот это сочетание. Не знаю почему, но вот цвет Тиффани именно вот с этим персиковым цветом, это очень красиво. Как вы помните, я уже делала с цветом морская волна и шампань. И, конечно, даю закрепиться. Вот сюда я подобрала вот такие побольше стразы, а внизу, так как здесь меньше камень, меньше расстояние, я взяла стразы поменьше. И также наношу клей на филигрань. Здесь надо аккуратно работать, чтобы клей не прошел через филигрань, как бы именно в пустых местах, где
чтобы он не протек на вашу заготовку. Поэтому наносим по чуть-чуть, конечно же, на стеночки. И теперь можно приклеить. Так, неудобно схватила. Вот таким образом. Я положила и теперь пододвигаю. И как раз клей туда вот у нас весь пододвигается. И все между собой склеивается. Вот верхний камень, боковинки. Все будет у нас склеено. Надо работать так и подбирать, чтобы не получилось, что стразы висят в воздухе. Так, и здесь у меня вот поменьше размер. Вот сюда идеально мне подходит. И, конечно, пока здесь все свежее, можно все придвинуть и все между собой склеить. Ну и также вот сюда я приклею такие вот овальные стразы. Вот такие вот. Они мне и по размеру как раз вот прямо туда вот они вмещаются. Подходит просто. Так, сейчас. Так, чуть-чуть испачкала страз. Вот в этом случае у меня есть салфетка. И протираю от клея. Если вы протираете сразу, то стразы, вот видите, они чистые, блестящие. Все. Бывает так, что испачкали и не сразу протерли, тогда уже там можно поцарапать, когда снимаете. А если сразу, то все чистенько. И также вот сюда я решила подклеить тоже маленькие стразы. Маленькие стразы иногда очень спасают именно выкладку. Их можно добавить везде и скрыть какие-то погрешности. И, конечно, что-то надо добавить вот сюда. Здесь у меня есть вот такие стразы. Но почему-то мне не совсем нравится, как они там смотрятся. Пока оставлю как есть. Ну и раз здесь добавила тонких, маленьких, то, конечно, надо и сюда добавить, чтобы все смотрелось как бы гармонично и одинаково. Вот добавляю сюда. Сюда буду подклеивать вот такой большой страз. И тоже я вытащила из цапы, чтобы у меня он лег, не был слишком высокий. Потому что именно страз, вот покажу в цапе, он достаточно высокий. Если это середина, то использовать можно. А если это как бы будет он отдельно стоять, приклеиваться, то лучше, конечно, вытащить. И также направляю вот эту часть вниз, а вот это получается вверх, вплотную вот к этому стразу. Не просто приклеить, а именно вот так все у вас будет хорошо держаться. На боковинке сюда, конечно же, каплеобразные. Их я не буду снимать с цап. Так, боковинку наносим клей и сюда. Вот этот размер, он самый такой ходовой. И раз они у меня есть, буду их использовать. Я стараюсь, чтобы стразы не слишком выходили за именно филигрань, чтобы она все-таки была видна. Здесь подойдут вот эти круглые. Сейчас посмотрю, что еще есть у меня. Ну да, вот они сюда подходят. Можно их в любом положении, можно их вот так, можно их развернуть. Хотя нет, вот так они смотрятся намного лучше, да. Поэтому вы видите, что я по ходу дела, по ходу работы выбираю из камней, что куда можно приклеить. И когда меня спрашивают именно вот про размеры, то я не могу ответить, тем более вот измерять каждый камень тоже. Это просто нереально. Но сейчас я подожду, пока все это высохнет, и хочу подклеить второй камень вот сюда.
Я также его вытащила из цапы. Вот он, чуть не потеряла. Наношу клей и приклею его тоже клею. Даю, как всегда, немножко загустеть. Вот большой страз у меня никак не хотел сюда ложиться. Здесь у меня такая выгнутая поверхность, поэтому он туда прямо сел. А тут ни за что не хотел. Я поменяла на страз поменьше. И теперь подклею вот сюда полукруглые стразы. Так, не забываем на стеночки нанести клей. Так, сразу нанесу сюда. Именно если вы все время следите, чтобы стразы между собой были приклеены, это будет идеально все держаться. Я накладываю и пододвигаю их. И пока все свежее, всегда тут можно все сдвинуть, подвинуть и все подклеить. У меня, когда все уже закрепляется, вот в эти маленькие отверстия, я потом еще вот туда прямо просовываю аппликатор и выдавливаю клей. Вот что у меня получается. Сейчас добавлю еще что-нибудь сюда. Как-то мало, мне кажется, но да, надо будет добавить. И вот сюда мне идеально подходят прозрачные, не прозрачные, а вот именно серебряные стразы. У меня это 20 номер. Ими можно заполнить все пространства вот между, если они у вас образовались. Очень удобно с ними работать. И сразу образуется и заборчик, и все у нас можно скрыть все недостатки. Да, вот сюда приклею белый. И вот сразу как все преображается. И, конечно, я добавлю на другие заготовки тоже белый. Но не переборщите, чтобы не получилось, что у вас слишком много всего. Вот сюда нанесу белый. Вот. Да, вот прямо он сюда вот просился. Сейчас примерю сюда. Нет, сюда не подходит. Ну вот, тоже переборщить тоже не надо. Поэтому всегда дозируйте. Да, и здесь и так много блеска. Не обязательно смотреть, примерить и потом только приклеивать. Так, ну что ж, и теперь вернусь вот сюда. Здесь вот обязательно просится вот прямо сюда. Так, а для удобства разверну. Так лучше видно, куда клей наносить. Да, и многие меня всегда спрашивают, как я отмываю клей с рук. Клей очень легко отмывается мылом, и все это просто сходит. Ну вот, идеально мне тут все. И немного, и немало. И, конечно, по окончании работы не забываем бантики. Я всегда оставляю это напоследок, так как сейчас мне уже более видно все, насколько все подрезать, короче, длиннее. И вот. Поэтому я вижу, некоторых девочек присылают мне фотографии, бантики не подстрижены. Обязательно надо наводить прическу бантиком. И вот так продолжаем работу. Ну что ж, бантиком навели прическу, и вот вы видите, что же получилось. Очень красивое сочетание, мне нравится.
Я даже не знаю, какой лучше. Или цвет морская волна, шампань, или именно вот этот персиковый. Мне нравятся все. Ну а на сегодня все. Надеюсь, кто-то для себя нашел что-то новое и интересное. И, конечно, совсем скоро встретимся на канале. Ожидает вас еще несколько уроков по ободкам. Очень просили, так как сейчас начинаются выпускные. Вот я уже один выложила. Очень легко сделать, и при этом получается очень красиво и аккуратно. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.